Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, или тех, кто в записи, может быть, будет смотреть его когда-то. Привет, Игорь, привет, Азель. Продолжаем снова хулунатить. Очередной утренний типа стрим, как я и предупреждал. Начинаем уже потихоньку, наверное, по чуть-чуть близиться, как и написано в названии, близится к концу. Начинаем чуть-чуть идти к финалу. Скорее всего, сегодня будет уже какой-то предфинальный стрим. Еще по-любому не финальный, ни в коем случае нет-нет-нет. Но может быть предфинальный. Но это не факт, но может быть. Посмотрим. Уже 88%, все дела. Смотря где мы застрянем или не застрянем, так и будет видно. Предфинальный или еще нет. Привет, привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. А кто рядом с Хорнет? Это, да, это из Экспедиции 33. Персонаж. Этот арт, это вообще в целом, типа, коллаборация была с Экспедицией. Тогда, когда игру года называли на Game Awards в декабре, там же победила Экспедиция, и там разработчики друг друга поздравляли, типа вот две такие игры, и можно было даже назвать, что и Silksong, и Экспедиция игры года прям. И та такие прям получились супер-пупер легендарные, хайповые, офигенные. И вот там был этот арт. Кто-то кого-то поздравлял, то ли разработчики Silksong поздравляли разработчиков Экспедиции, то ли наоборот. И вот оттуда этот артик. Я его еще тогда заприметил. Прикольный. Так, Хорнет, подъем. У нас еще есть много дел. А конкретно, как я и говорил, эти основные боссы само по себе. Разумеется. И квесты. И квесты вот эти вот. Вот этот на фарм и вот эти на помощь. Вот этот с грибом я не знаю, получится, не получится. Вот эти помощь, вот это надо будет сделать. Наверное, даже начнем сейчас с них. Боль, мухи и невзгоды. Вернитесь на сцену цитадели. Это я, наверное, понял, куда надо. Выследите второго стража по меткам. У уголка песни. Ну и Горофей. Уголок песни, это тоже понятно где. Ну, тогда понятно, куда можно идти. Вроде бы. Привет, Харкен. Тебе тоже привет. Привет и всем. Так, с чего начнем? Какого именно квеста? Гору фей что-то я хочу оставить на потом, наверное. Давайте с уголка песни, наверное. Заодно глянем, может там еще новые квесты какие-то будут. Пошли. Может, помимо квестов еще что-то новое у нас сегодня вспомнится, куда надо было сходить. Можно было бы. Если все пойдет окей, все как я запланировал, и следующий стрим получится финальным, то на следующий стрим оставим прям самое вкусное Кармелиту, финального босса. Что-то там может еще по мелочи. В идеале. Наша великая цитадель лишилась голоса, и вот уже черные нити... Так это он говорил, или это что-то новое? Вздымаются к ней, дабы разорвать ее покров. Боюсь, наш священный Фарлум за правду погибает. Я все еще питаю надежду, Алая Дева. Даже если падут королевства, живые твари могут и уцелеть. Если мы, жуки, выживем, то обязательно приведем свои земли в порядок.
Я разделяю твою надежду, Шерма, только помни, все построенное в дальнейшем будет принадлежать уже не прошлому, а тебе. Твои инстинкты сильны, пусть они ведут тебя и этих жуков, а не благоговение перед останками королевства. Право, вы льстите мне. Меня будут вести мои товарищи, те, чьи голоса еще крепки, кто верен песне даже в эти гибельные времена. Бенвентра. Теперь моя обязанность заботиться о тех, кто остался здесь, включая и вас. Если могу чем-то помочь, пожалуйста, давайте мне знать. Квестов новых нет. О, сестра, вы уже встречали его? Нашего нового героя, Золотого Рыцаря, что бродит по рушащимся залам цитадели. Высокий такой жук, весь из себя благородный. По-моему, я его даже побил. Или это не про Гармонда, или это про того робота. Про ту куклу, которую мы оживили. По-моему, про него, да. И не особо разговорчивый. Главное, если бы не он, не было бы меня уже давно на этом свете. Да, про второго стража. Угу, понятно. И не только меня. Многие возлагают хвалу редкой храбрости сего рыцаря, который так вовремя пришел нам на помощь. Мы тут рады любой защите. А этот сияющий герой выручает нас почти так же часто, как и вы. Так, в этой тоже всякая мелочь осталась. Еще и дорогая. Это на далекое будущее. Так, и где мне его выслеживать? Второго стража по меткам, оставленным уголкам песни. Может тут? Ага, вот. Мне тут все из этих трех боссов нравятся. Ну, посмотрим. Как они мне зайдут, не зайдут. Маузер, что ты делаешь? Это про второго стража, да, это я прочитал. Тебя все видят. Да, поэтому хватит вот этой фигней заниматься, я тебя предупреждаю. Последний и единственный раз. Мне сбился след. Отвлекся и уже все пропало. Я по аватарке подумал, что это Игорь. Опять красные аватарки. Так, секундочку, надо попить. Тоже подумал, что это со мной что-то. Фарлумское чудо действует. Раздвоение личности. Ну, типа, да.
Вот и он. Миофене? Я здесь, златотелый. Паспин? Я думал, что иду на твой зов как друг или, по крайней мере, союзник, но теперь, стоя тут рядом с тобой, я ощущаю твое намерение. Ты намерен поднять на меня свои клинки. Неужели я твой враг? Защита священной цитадели и голосов, что наполняет ее, вечный долг стражей. Уничтожение, неминуемая участь всех тех, кто порабощен шепчущим шелком. Тимиоян? Так ты считаешь, я одержима во власти бледных нитей? Мне казалось, ты более проницателен. Этот шелк принадлежит лишь мне, как и моя воля. Сей страж не уверен. Похоже, вы одновременно одержимы и невинны. К сожалению, этот страж должен испытать силу вашего духа. Второй страж. О, у него тоже парирование, как у Лейс. Ваша воля чиста, а намерения прозрачны. На вас нет шелкового проклятия. Сей страж допустил ошибку. Он готов принять ваш приговор. Разве это и прям ошибка, златотелый? Кстати, музыка была очень хорошая в бою. Ты должен был испытать меня и сделал это. Меньшего я не ожидал от истинного стража. Конфликт исчерпан. Смерти нет необходимости. Поднимитесь и давайте расстанемся как друзья. Примите этот символ Ордена Стражей. Расстанемся как друзья. Резерв для связывания. Используйте в тех случаях, когда требуется лечение. Естественные ресурсы организма исчерпаны. Это экстренный хил. Резерв устанавливается во время отдыха на скамейке. Казуально. Душа пытается прорваться. Да, прям старается изо всех сил. Быстро, конечно. Я был прям уверен, что с первого раза не получится. Я прям кучу ошибок допустил. Я в начале стрима еще опять не разогрелся. Хотя это был довольно-таки хороший противник, чтобы разогреться как раз. Но затончил как-то самим собой. Телом просто затончил. Кучу урона впитал, но все равно затончил. Так себе, конечно, но как есть. Тоже с первой попытки прошел, хотя босс на самом деле очень даже интересный. Да, такой глубокий. Хоть и быстрый, но интересный, да. Да, экстренный хил никогда не использовал. Ой, я тут половину амулетов, наверное, никогда не использовал и использовать не буду. И не только амулетов, инструментов, там и навыков, и знаков, и вообще пол контента я тут, наверное. Даже больше чем пол контента. Всяких этих инструментов и прочего я так и не протестировал за всю игру. И не жалею, если честно. Только фарлумская чё? Естественно, ну куда же без этого? Ракушки мои любимые. Ракушки это что? Какие ракушки?
Привет, 1, 2, 3. Я все еще не понимаю, как к тебе обращаться. По-моему, ты к нам уже заходил. Я рад тебя снова видеть. Красные конусы. Ра- блин. Ракушечный резак. Вот это. Ракушки. Неплохо. Но я тут вот этим ни разу не пользовался. Вот этими ракушечными резаками как раз не пользовался. Шилкой, вот этим не пользовался, вот этим не пользовался, вот этим не пользовался, вот этим. Ну, остальным хотя бы раз пользовался. Вот этими раз, два. Не, ну этим, ладно, мы на прошлом стриме что-то там попытались. Я хотя бы глянул, как оно выглядит. Вот этим не пользовался, вот этим, вот этим. Разве что когда только получил их там один раз и все, и забыл. Вот да, мухи ими стреляются. Звучит, конечно, интересно, но я уже проверенными штуками пользуюсь активно. Амулетами тут тоже очень многими. Так, ну ладно, квест. Все, теперь идем, давайте на сцену цитадели. Раз с этим разобрались. Сцена цитадели, это у нас там, где Тропио был, что ли? А, вот вижу. Над звонким узлом. Привык уже к призыву, да. Но всегда все привыкается. Главное, хотя бы пару раз попользоваться, и уже пойдет дело. Так, здравствуйте. Ты, ничтожная букашка или лакушка, обреченная избранница судьбы, что продержалась до самого конца. Смирись, покорись, смертельный удар уж нанесен. Прекрасный Фарлум станет, предчувствуя свой... Да, станет, предчувствуя свой конец. Мы, терзаемые горем горстка выживших, воссоединимся же наконец здесь и явим наши пылающие сердца. Вместе мы разделим боль нашего королевства, почувствуем, как опалает она наши панцири, и ясно познаем его муки и скорбь. Барабанная дробь. Привет, Дмитрий. Робио! Истерзанный только в этот раз. Как я соскучился за вот этими торнадо долбанными. Но я хотя бы кое-какой его мусет еще помню. Наверняка что-то еще новое есть. Робио.
Так. Часть 2. Угу. Король кошмаров Тробио. Да, соскучились за ним. Мне этот босс не особо понравился. Да мне и первые там были моменты довольно-таки неприятные, особо вот эти торнадо. Чувствую, тут будет еще пожестче. Какой-то он однообразный. Так, идем дальше пытаться. Привет, Саша. Делаем ставки, насколько мы долго с ним. Потому что с обычным Тробио там не то чтобы долго, конечно, были, но были свои проблемки. Мне самому интересно, как я тут продержусь, насколько. А, как много пафоса. Можно тебя сразу побить. Убил. Так, тут главное аккуратность и не спешить. Наверняка у него тоже есть вторая стадия, как и в первом. О, вот и она, вторая стадия. Да, это я помню, эти свистоперделки. Ау. Больше салютов.
то уже до второй стадии дошел. Привет, Meet Me Play. Надеюсь, правильно назвал. Может нам что-то поменять? Не, пока что нет все-таки. Удар в бок, классика. Я почти его прошел. Да, я прям чувствовал, что это было близко. Не ту сторону. Салютов слишком много, за всем не уследишь. Лажара. Тут можно прям у угла прям держаться. Это было плохо. Блин. Рикошетящие шарики. Ну да, еще давайте по пути. Будете мне хпшки отнимать. Пробил. Да.
Хорошо. Френ. Плохо. Очень плохо. Я уж обрадовался. Много урона собираешь, конечно. Так точно. Вроде я уже к каким-то ударам привыкаю, а к некоторым еще. Некоторым еще нет. Но главное, что мы уже были близки. Не, ну тут было безвыход. Никак не уклониться. Ага. Нет, все равно в углу даже задевает. Прокатило, значит. Уже начал наоборот сильно. Не наглеть сильно, наоборот. Бояться его, что ли. Тут как раз надо было наоборот. Дима правым только не задевает. Я не знаю, как это работает. Может быть и такое, что только в правом. Где-то уже в какой-то арене такое было, что только с одной стороны можно было заобузить, а с другой нет. Или это рандом. Ну я много прям что-то танкую, я прям это замечаю сам даже. Телом прям на него налетаю и из-за этого кучу урона лишнего получаю. В эти моменты надо не наглеть, а в другие моменты, когда урон надо наносить, там как раз наглеть. А не наоборот, блин. Так, еще ты мне там не мешай.
по пути. Ай, и без тебя проблем хватает. Можно вот так, наверное, будет попроще делать. Сэкономлю хпшку. Работало, если бы не 2 урона, ну тем более, да. Да серьезно, классное начало. Божественное начало. Это я помню еще из первого Тробио, когда он притык ко мне начинает эту вертушку такую делать, от этого фиг уклониться. Хорошо. Есть шансы. Не надо только меня сейчас взорвать под конец. Уф. Робио. Это что, отсылка на Терминатор? Будь по-твоему, наглая тля. Можешь отрицать страдания нашего королевства, можешь беречь от них свой хрупкий панцирь. Ступай же дальше по своему безнадежному пути. Прокрадывайся вперед, нападай и сражайся, но знай, что твой враг — сама судьба. И она восстала в ярости. Больше пафоса, больше пафоса. А что тут происходит? Почему аватарка Экспедиция 33, а тут Силксонг? Ну, вообще-то на аватарке там не только Экспедиция 33, там еще и Силксонг. И по названию понятно, что это был больше Силксонг. Привет, Иван. Там 2 в одном, я бы сказал. Что это? Темное зеркало. О, 2 в одном. 2 зеркала сразу. Реквизит одного тщеславного жука. При связании происходит обжигающий взрыв, который наносит урон врагам вокруг. То же самое, просто улучшенное, да? Не то. Хорошо, второй квест сделали. Надо было на первой половине экрана в Силксонг играть, а на второй в экспедицию. Угу. Давайте протестируем, хотя бы глянем, как оно теперь выглядит. А теперь на гору фей все-таки идти придется. Это на самый верх опять паркурить. Ай, блин. Хотя у меня же есть теперь эта штучка.
способность, которая в потолок летит. Точно. Может, не надо никакого паркура, а то я уже испугался. Чел, ты впервые играешь в Silksong? Прикинь. По моим комментариям, наверное, оно и понятно. Что я тут так удивляюсь всему, так радуюсь. Двойным прыжком это несложно. Ну и это тоже, да. Это что? А, это как раз по квесту. Хорошо. А тут раньше была шакра, по-моему. И лавочка вот тут была. Или мне кажется. Зато нас хотя бы теперь холод не долбит. Ой-ой-ой-ой. Не то, все не то. Ну да, теперь, когда холод нам не страшен, тут уже можно не так напряженно карабкаться. Эх. Перезарядка какая-то. Была. Все это место можно Даже эти штуки мутировали. Это место можно преодолеть 2-3 супер прыжками. Ну да. Чтоб не расслабляться. Опять на скамейку. Это да, это можно. Это нужно, я бы сказал. А какое время? Ё-моё.
Может, отсюда где-то. Можно вот так сделать. Ёлки-палки. Ну, тоже неплохо, но почти. Наконец-то. А вот и я. А нет, еще выше, блин. Я уже думал, добрались. Ладно. Побей сугроб этот. Это она? Да. Я думал, она прям на самом-самом верху. Думал, просто левый какой-то труп. Так, ага, жучиха с иглой. Кто еще осмелится столь яростно тормошить булавочницу? Полагаю, ты видела мое желание. Надеюсь, ты исполнить его? Mangina Fora. Я знаю, чего вы ищете, булавочница, смертельной схватки. Достойного конца в бою. Они бесславно гибли под рушащимися сводами. Я готов исполнить вашу просьбу в определенной степени. Однако внизу меня ждет еще более суровое испытание. Что бы ты ни задумала, жучиха с иглой, теперь все это может оказаться бессмысленным. Эти порожденные тьмой толчки, они предвещают гибель Фарлума. Так к чему пустые слова? Не лучше ли уже начать? Пусть хотя бы одна из нас завершит свой путь достойно твоего призвания. Бросить вызов. По сути, тут и ближе лавочка должна быть. Воу, как ты умеешь парить. Спасибо за сбитый хил. Лучше бы уже был амулет на ускоренный хил. Без него уже так медленно, мне кажется, уже так непривычно. Лавочка еще ближе. Где тут еще ближе? Есть закуток какой-то, но я не помню конкретно где. Странно, мы когда тут все исследовали, вроде уже все нашли. Может, ты что-то путаешь? Или ты прям уверен?
И улетела вниз. Что это, победа? Ну да, конечно. Было бы эпично. Улетела такая в пропасть. Все, конец. Опять. Friend. Куда? Ну блин. Теперь и я улетел. Вот это уже не эпично. Это уже обидно. Я сплю немного. Спокойной ночи. О! Красиво получилось, не надо в обход идти. Доброе утро. Или так. Hello. Или день, или ночь, или вечер, или утро. Плохо. 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 Ух, спарировал. Мика прямо над тобой, но я скажу, что расстояние равное от обеих. Там наверху еще одна скамейка какая-то есть, которую мы не открыли. Не, в смысле в сон впадаю. Но спать-то я не иду. Это то самое знаменитое состояние, когда ты как зомби. Еще вроде не спишь, но уже такое, что уже никакой. Такой никакой. Только на самом верху. Мы ее что, не открыли? У меня на карте ее нет. Ладно. Не открыли. Она прям на самом-самом верху прям. Как так-то, что мы ее не открыли? Что это было? Но вот это вот, то-то. Вот это вроде самый верх, где тут эта лавочка скрытая. Я вернулся, привет всем, привет, Иван. Осталось понять, легче падать или взбираться. Ну, если падать
прям туда, куда надо, а не на какие-то иголки, то, наверное, падать лучше. Вот тут вниз падать. О. Да. Это мы пропустили. Здесь больше ничего. О, да. Падать намного все-таки легче, потому что там наверх иногда повезет с этой способностью удачно куда-то зацепиться, иногда нет. А тут просто вот главное на эти иголки не попасться, и все будет нормально. Поваява. Ёж. Friend. Ау, как обидно. Успел? Ау. Ей. Вот это прям хорошая попытка, с самого начала шла хорошо. Тайминг хил. Классика. Акладоре. Эй, ты повергла меня в честном бою, и все равно не хочешь наносить смертельного удара. Янара. Я могу испытать вас, булавочница, и себя заодно перед грядущими испытаниями, но не собираюсь лишать вас жизни. Несмотря на эти толчки, гибель Фарлума не так уж невменуема, как кажется. Я намерена бороться за его будущее. That's fine. Если мне удастся осуществить задуманное, уцелевшим землям понадобятся столь стойкие стражи, как вы. Ясия. Мерат. Ну и удивляешь же ты, заставляешь меня почувствовать себя идиоткой, погрязшей в мыслях о конце света, в то время как ты устремляешь взгляд в светлое будущее. Похоже, ты победила меня дважды, жучиха с иглой, превзойдя и остроту моей булавки, и твердость моего духа. Фатальное упорство достижений. За твою выдающуюся силу, мастерство владения клинком и великодушие, жучиха с иглой, прими в награду сию эмблему нашего ордена. Ни за что бы не подумала, что кое-кто еще вступит в наши немногочисленные ряды, но ты достойна этого не меньше, чем все те, кто был с нами до тебя. Значок с булавкой. Эмблема ордена булавочницы. Сокращает время подготовки сфокусированного удара. И. Аккуратно, булавочница очень сложный босс, она меня убила на стальной душе. У тебя там в прямом эфире идет стрим, на всякий случай уточню. Там слева внизу на стриме красная точка или серая? Если серая, нажми там на слово прямой эфир, чтобы
Задержка пропала. Булочница. Да, горячие булочки с пылу с жару. Еще один квестик сделали. Остался только этот грибной и фарм. Походу сейчас будем фармом заниматься этим проклятым. Или может еще где-то что-то новое должно появиться. Кто знает. Или это все, что осталось. Сыграй на игле, когда... На игле она поет прикольно. Я, по-моему, ей пел, только не у ее дома. Rinka Kiri? Не знаю, доходили ли до тебя слухи, жучиха с иглой, но поговаривают, будто в самом сердце этой горы таится сияющий секрет. И креты я люблю. Истинное диво, как рассказывали мои предшественницы, гигантская пещера сплошь из кристаллов. Akladore. Если побудешь в этих краях подольше, и время тебе позволит, можешь попытаться ее отыскать. Конечно, сначала придется найти вход, но тебе, несомненно, хватит смекалки и ловкости туда проникнуть, коли возникнет такое желание. Еще подсказки будут. Славная битва, у нас была подруга, но теперь возвращайся к своим неотложным делам. Я буду хранить надежду на твой успех. Да, она также поет, как там. Да, это я уже слышал. А еще тут маска есть, та самая последняя. Сейчас скажу, куда идти. Чуть ниже скамейки, оттуда левее до воды. Какой скамейки? Той наверху или той внизу? Воды прыгай на островок, там способность. В общем, амулет, который ты никогда не использовать не будешь. Именно так. Ау. О! Это мне надо. Правда, оно все улетело куда-то не туда. Ниже скамейки и оттуда левее до воды. Левее, ниже идем. Сюда или еще ниже? Там проход есть чуть ниже. Я подсказываю. Ай. Кстати, осколки надо. А тут способность. Или максимально левее. Еще левее. Вот тут остров. Ага. Вижу. Да, вижу проход. Пласт магнетита. Пополнение материума. И что это за магнетит? Просто так по приколу.
Он платформы вместе держит. Фрэнк! Из-за лора. Лора. Так, там внизу нет ничего? Надеюсь, нет. Ух ты, местный большой. Только немножко другой. Нет. А если вот так? No. Тут эта фигня мешает. Господи. Местный большой. Только бронированный какой-то и летающий, и кусок льда как будто. Тот был лучше. Магнетитовый магнетит. У него явно задержка. Ну, я сказал, что можно сделать, чтобы она пропала. А тут... Ага. No. No. Тут очень сложно, аккуратно. Ну хотя бы не спойлерит таким образом. Ну да. Спойлеры задержка, это что-то новенькое было бы. У меня кое-что горело, когда я это проходил. Интересно, проходил ли ты Белый дворец? Куда? Моя прелесть. Пока только первая часть, еще 3 части где-то. Все? Но я на стальной душе весь Силксонг прошел. Но путь боли ведь не в Силксонге. А в первой части. Ты первую часть, кстати, играл? Тут все. Тогда делаем ноги отсюда. Теперь что? Идем фармом заниматься или что еще? Или еще где-то квесты могут появиться новые? Я спрашивал. То остались только эти 2. Кстати, 90% уже. Еще 2% добавилось. Настольная душа. Ну, как настольные игры. Глянем города.
Города это Звонвиль и Путь Песни, и все? Или я еще что-то пропустил? Почему? Проходил, только мне на последнем этапе мой брат помог. Сказать, где будут все части? Нет. Тут ничего. И тут ничего. Ну тогда все. Мы все квесты сделали, остались только вот эти два последних. 1,5 даже, я бы сказал. Или я еще что-то не знаю. Первая часть вон тут, вторая вон там. Это все сразу стало понятно, конечно. А третья там, чуть-чуть дальше и туда. Да. Это не все, они позже появятся. Блин, я уж обрадовался. Иди кормите. Идем кормить. Кого кормить? Что кормить? Я думал идти фармить вот это вот темные сердца. Но я не знаю, где эти тела пустоты расположены. Идите кармелите. Кармелита у нас на финальный стрим. На десерт. Я уже говорил. Кормите. Идите кормите. Вообще я могу сказать, где можно способность использовать. Ну, говори. И что там за этими способностями? Какие-то секретики? Просто по Форлуму гуляй и найдется легко. Ну, такое себе просто ходить все локации и смотреть заново. Ладно бы, если еще по пути что-то там куда-то идти. Но по пути вот мы только 2 нашли и все. Еще Шерманом немножко попил. Пески Карака. Надеюсь, не к боссу. Пока что. А в песках Карака. Левый низ песков Карака. Все. Другое дело.
Ну так этот квест и выполняется, по сути. Ну мы квест с органами типа так и сделали. Но тогда мы действительно еще многим другим могли заниматься. А сейчас же у нас вот занятий толком почти никаких не осталось. Только боссы финальные вот эти. Так что по пути вряд ли уже получится многих найти. Если получится, то я, конечно, не против, но вряд ли. Ну, конечно, должен был мне кто-то помешать. Так, погоди. Погоди. Вниз. Зачем я иду вверх? Левый низ, Песков Карака. Левый низ, левый низ. Паридола Сима, нет. Да-да-да-да-да-да-да. Много квестов еще появится. Контент. Самый-самый левый низ. Любимые мобы? О, да. Тут? Нет, только не тут. О. Ограниченный наблюдатель. Это ты размашистый. О, вот это что-то мы далеко. Блин, это ближайшая лавочка. Или ближайшая вон та слева внизу в ступенях. А теперь куда пойдешь? Теперь с вот этим стражем будем возиться. Может потом вот наверх, раз мы все равно в песках Карака. Может наверх к этому боссу первому пойдем наконец-то. Сыры проще? Ну тогда ладно. Я его заобудил у стенки. Ага, это я запомню.
Блин, ну идти до него все равно долго. Здесь сегодня будет сюжет. Ну, по идее, да. Не можем же прям много часов заниматься только вот этим вот всем. У стенки какой? Вот этой? Ау. Ау. Опять сами себя убиваем. Привет, Амир. Приветствую тебя. Это вина разработчиков, что они арену не ограничили никак. И атмосфера этого наблюдателя зашла. Типа последний воин, царство намертво охраняет границы. И при этом довольно сильный, хотя ничем особо не выделяется. Мне кажется, у Ивана просто катастрофическая задержка. Он как будто совершенно другую часть стрима где-то там смотрит. О, да, он еще только за песню пишет. Иван, если что, вот ты написал нам только песню ему спой, а мы уже 2 или 3 попытки с боссом сделали. Держу в курсе. Сколько времени уже прошло. Задержка. Обнови. Обнови страницу. Путешествует во времени. Ну, хорошая идея. Так, мне показалось? Или мне не показалось? Или мне не показалось? Или показалось? Нет, мне не показалось.
Здорово, давай там удачи. Здорово, давай там удачи. Здорово, Амир, давай, спасибо за удачу, я пошел. Спасибо за донат, спасибо. Да знаю. И тебя устраивает то, что у тебя задержка на стриме. Обнови страницу, и все будет окей. А то увидеть твои комментарии, когда они уже не актуальны, это странно выглядит. Friend. Ну не в ту сторону. Блин. Он не сложный, просто тайминги я что-то вообще плохо делаю. Просто тайминги и все будет супер-пупер. Спасибо. Разбитый хил. Еще рывки делаются не в ту сторону иногда. Ой, боже. Колесо. Я как начал смотреть его стримы, мне постоянно теперь по ХКС. А это совсем так работает? Какие видосы ты там посмотришь пару раз, тебе все уже YouTube рекомендации будет их постоянно отправлять. Чтобы расстояние видеть, вот это вот запомнить. Я постоянно слишком близко к нему. Friend. Блин, рывки вот эти иногда не в ту сторону меня бесит. Это тоже минус геймпада проклятый.
Сколько же у тебя еще хп? Наконец-то. Серый сувенир. Смотри, запоминай, пока время, жизнь сначала. Сточенный песком и выбеленный временем кусок коралла с гравировкой. Сувениры можно выставить у себя в доме. Ну, еще один сувенир. Круто. Мне часто в рекомендациях стримы по ультракиллу. Угу. Мне тоже по Силксонгу теперь все и везде. Потому что уже сколько времени только один Hollow Knight и Silksong в основном мы играем и стримим. У меня в оригинальном какая проблема, что я понятия не имею, куда идти. Ну там, да, были моменты, когда задумывался, а куда идти, а где проход, а где пути. В Силксонге, наверное, уже нет таких проблем, по-моему. В Силксонге такого не было. Наверное. Я сам не знаю, почему это задержка такая. Ты обновил страницу? Слева внизу нажал на кнопку эту самую, что я тебе говорил. В эфире. Слева внизу, где пауза, где громкость. Вот слева в эфире должно быть красная точка вместо серой. Нажми на в эфире, если она у тебя серая. Или просто обнови страницу. И должно обновиться и нормально стать. Если это не помогает, ну тогда я тоже не знаю, что у тебя там еще происходит. В Силксонге квесты появились. Прекрасно. Кто-то их обожает, а кто-то, наверное, не очень. Ну так что, давайте, может, пойдем наконец-то к хотя бы одному первому боссу. То 1,5 часа стрима прошло. Кто-то вот там уже говорил, когда сюжет будет. Надеюсь, сюжет сегодня будет. Хотя бы одного можно попробовать пройти. Не сразу же мы сейчас все 3 пойдем делать и сразу на финал. Вот один, потом опять можно побегать по квестам, рутину какую-то там еще поделать, оставшуюся. Потом ко второму вот эту, который справа от ступеней, пойти. Ну, Кармелиту там уже на самый конец оставить, как я и говорил. Вот раз мы все равно сейчас в песках Карака, можно пойти вот в Коралловую башню. Кому изъявит желание пойти в Коралловую башню, раз мы в этой локации все равно. Блин, а там лавочки, что ли, вообще нигде не будет? Это либо мне опять от ступеней подниматься надо будет, либо аж из той лавочки справа в углу. Как же так-то? Будет лавочка? О, тогда ты меня успокоил. То для меня всегда самое страшное даже не боссы, а путь к боссам. Если этот путь очень долгий, душный, неприятный, то это хуже любых боссов. А если еще и паркур, это вообще жесть, кошмар, ужас. Это будет весело.
Будет прекрасно. Как получить эту фигню, которая шелк дает, когда на скамейке сидишь? К Еве пойти в ткачедоме Атлы. Около его статуи будешь спавниться? В самой башне. Я помню это место. Зато в башне красиво. Право статуи скамейка. Тут... О. Благодарю. Это прям очень кстати. Уже отбивается большущая проблема пути к боссу, а то это было бы еще страшнее, чем любые боссы, как я уже сказал. Раз это минус, я уже намного спокоен. Так, на что тут сыграть? Вниз и треугольник. Или не это? Вспоминай песню, которую тебя учили улитки. Нет, вниз. Вау. Красота какая. Как будто в аквариуме каком-то. Новые мобы. Это для базы данных. И арена. О, здравствуйте. Это мини вот эти стравы, с которыми я только что дрался. Которые тоже по 2 хп сносят. Обычные мобы. Еще базу данных. Сколько новых мобов? И главный. Нет, не тут.
Самая красивая локация для меня. Их арен дофига. Как думаешь, сколько тут арен? Зашибись. Арен мне еще только тут не хватало. Жалко, что локацию урезали сильно с релизом. Что-то мне кажется, что для меня это будет вообще не жалко. Подождите, а если я на боссе проиграю, мне потом всю эту башню, все эти арены заново каждый раз проходить? Да? Да? О, невероятно, божественно, превосходно. Жесть. Медуза. Мои любимые мобы. Оу, еще один местный большой. Мне это каждый раз заново потом проходить. Чокнуться можно же.
Friend. Красиво. Рикошетнул. Это еще что же? Бульбулятор. Смешной. Friend. Нет, только не говорите, что опять паркурная фигня сейчас будет. Капец. И это еще не босс. Последняя волна перед шорткатом. Блин, лучше бы ты этого не говорил, теперь мне еще обиднее стало. Медуза чисто для шелка, ну хоть что-то приятное. Но теперь, когда я хотя бы не впервые все это вижу уже, чуть-чуть должно быть полегче. Это еще хорошо, что мы масло последнее получили. Я представляю, что было бы без него. На ровном месте хочу
хп теряю. Там тебя убить. Ну, бегун. Да блин, подавили. Блин, внизу эти кораллы так похожи на остальную локацию, что я случайно на них наступаю, даже их хп теряю. Ура! Friend! Иду с экономией. Спасибо, с экономией называют. Хорошо, что они хотя бы друг друга убивают этими появлениями. Ау, 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 ау. Ищ. Ай. Ай. Еще не все.
Блин. Твою дивизию. Чудо фарлумское. Босс там легкий. Я надеюсь, что они сбалансировали вот этим вот, что путь до босса попробуй доберись с этими аренами, а сам босс будет еще нормальным, хотя бы каким-то, а не еще сам босс будет жестью какой-то. Ай, блин. Но зато я привыкаю к этим всем мобам, их мувсетам. Хоть что-то в этом хорошее, но хорошее ли? Да, надо не забыть про фарлумское чудо опять. Оно бы могло мне там все зарешать. Одно лишнее хп. У этого моба, который летает, озвучка, по-моему, такая же, как у Шахта. Мне прям слышится вот эти вот пашанка, монашка и вот это вот все. Все, что она говорила. Главное, после 3 уровней попробую в путь вниз. Это я 100% попробую. И это не могу не попробовать. У этих тоже, кстати. Красиво.
надо меня зажимать. Friend. Алло. Знак жнеца попробую взять, у него область атаки больше. Не. Мне уже предлагали на любых боссах взять и то, и все. Я уже к этому привык, и все. Ничего не поменяется. Ну чё это было? Ну и чё вот это было? На ровном месте. Вообще трэш был. Камон. Эта попытка явно полная фигня какая-то. Карлунское чудо спешит на помощь. Не помогло чудо. Собака. Ну эта попытка была прям третьего этажа, прям вообще с самого начала фигня. И хила там целых 2 раза мне сбили, и я прям попадаюсь фигово там. С самого начала фигня была. Мог еще выпускать. Да, в следующий раз вообще ва-банк пойду, все буду использовать. Лучше я один раз все использую и не буду жадничать, чем 50 раз попытки заново делать.
Ура! Френд! Френд! Так, что вы там написали? На 3-й уровень не ставь. Да, я все на 3-й уровень. На первых я вообще ничего не трачу. Сочувствую, это ужас. Ну пока да. О, эти 4 арены мне достали больше, чем сам босс. Как я тебя понимаю? Какая у тебя фаза иглы? Последняя. На максимуме. Так, момент истины. Как же эти иголки меня спасают очень часто, я не могу там. Лучший амулет, наверное, для меня. Да, рыбы, ё-моё. Обычные рыбы кучу урона нанесут.
Бегать. Спокойствие. Ва-банк. Ва-банк ничего не знал. Мошки тоже ва-банк. О, медузы, это вы мне в тему. Все? Мне буквально реально одной волны там не хватило. Эх, жалко, конечно, все фарлумское чудо. Так, стоп. Вы говорили, где-то вниз тут надо. Чтобы шорткат был. Мне это главное не пропустить сейчас. Вверху. Все, это мне прям с самого низа открылось. Аллилуйя. Давай. Я очень зол. Ой, как красиво. Только появились, сразу все умерли. О, только не вы. Медуза. И даже медуза урон наносит. Позор. Ваше Высочество. Коралловый король Хан. По классике мы самоубиваемся всегда, естественно, блин.
Но хотя бы я глянул, что он умеет. И мне восстановились эти фарлумские чудеса. Это мне пригодится. А то без них как-то неуютно. Со второй попытки может получится. Если у него вот это все, что он показал, это весь его мувсет, то может быть. Ну я ее толкнул красиво, и этого толкнул, и вот туда вот. Обожаю. И тайминги. Опять на минимальный хп идти к боссу. Не знаю, не знаю. Король хан. Ага, очень вовремя, конечно. Да что ж я ему убиваю все время? Не спеши. Да, я спешу. А, конечно, в воздухе мне надо. Ой, по-моему, все очень сильно начинается ускоряться. А, его убили мои иголки. Тот самый амулет. Наши лапы сокрушат, наши лапы будут править, наши лапы спасут их всех. Тиран. Достижение. Это было хорошо. Ну да, босс действительно легкотня. Коралловое сердце.
Спасибо, хоть шорткат был. Если бы тут реально, как я себе представил, прям с самого начала каждый раз бежать к нему, все эти этажи, без вот этого шортката, это был бы полный капец. Оживленное сердце кораллового короля Хана бьется медленно и глубоко. Одно из 3. Целая куча новых мобов в базу данных. Форум популярным стал? Чё такое? Кармелита, Кармелита, Кармелита на финальный стрим. Я уже 5 раз за сегодня это говорил. Перед самым финальным боссом. Сегодня мы делаем все что угодно, но не Кармелиту. Может даже успеем еще второго босса этого сюжетного. Но Кармелита нет. Все на финал. На сладенькое, на десерт. Так, если вы там что-то ко мне писали важное, то лучше сейчас повторить и желательно тегом меня, а то я тут пока дрался, вы тут миллион всего написали, смотрю, вас тут капец много было, я многое не читал. Так что если что-то важное было, повторите. Про количество людей в чате? Ну, есть такое, наверное, да. Маримар, Амир, Ноунейм, Саша, Азель, Игорь, Иван. Никого не забыл? Ну, неплохо, да. По количеству зрителей-то бывало и больше, но по количеству именно в чате активных людей, это да, это, по-моему, давно такого не было, чтобы столько народу разных сразу в чате писало. Кстати, раз уж вас тут так много, если вдруг у вас есть Twitch, не могли бы вы сделать мне одолжение и вот так вот поактивничать только на Твиче, хотя бы там какое-то время, потому что у меня там уже 100 лет висит какое-то там не до достижения, а именно важная штука для канала, чтобы там открылась то ли партнерка какая-то, то ли что-то типа этого, и мне там станут доступны новые штуки на Твиче. Но для этого мне надо, чтобы там 5 или более зрителей активных именно в чате было. У меня за столько лет ни разу такого не было. Все остальные требования у меня там уже давным-давно выполнены. Это и фолловеры количество, и часов стрима, и количество стрима, или что там еще. Это уже давно все. Вот количество именно активных в чате, которые пишут на Твиче, такого не было ни разу. Максимум где-то там мне писало 4 было, или что. Одного буквально не хватало. Вот такой бы активчик на Твиче бы хотя бы на пару минут было бы прям за счастье. Эх, ну ладно. К сету иди. Там, где цветок. Мне это ничего не говорит. Спасибо за фоллоу на Твиче. Это, наверное, кто-то из ютубовских. И желательно, кстати, если и активничать будете, то желательно не прям любые какие-то буквы, смайлики, что-то непонятное, а хоть что-то такое со смыслом. Это прям очень желательно, но это я уже как будто наглею. Вот так тегайте его, если вдруг. Да, именно так. Удачи и дубасить на Илет и Сета. Спасибо. Но не все сразу. Он не знает, кто такой Сет? Да. Не знаю. Добыть лесное сердце. Ну, лесное сердце это с кармелиты как раз, да?
Не, лесное сердце это как раз вот это босс, который есть справа от ступеней. Пока, пока, Иван. Если ты нас покидаешь. На удивление, я быстро адаптируюсь к движениям босса. Это хорошо. Со смыслом. Вот это другое дело. Ну хоть не со смаслом. Правда, одного человека это мало. Видать, у остальных твича нет, либо просто твичом не пользуется особо. К сожалению. Очень жаль. Когда-нибудь, наверное, наступит тот момент, когда у меня не на ютубе, а именно на твиче будет жесткий актив. Не знаю, что это должно произойти тогда. Что я должен стримить такое. Сет — это тварь бесячая. Ему надо с лифта в больших вратах. Я не знаю, нам уже сразу идти ко второму боссу, этому сюжетному, или пойти и опять другими делами заниматься. Например, вот этим квестом долбанным. Готовку с Волтером. Это ты еще это помнишь? Нет, твича нету. Жаль, жаль. Все будет. Да, надеюсь. А, или это надо, чтобы мне кто-то когда-то рейд какой-то сделал. Кто-то популярный. И вот тогда, да, тогда это тоже может сработать. О, Азель, спасибо за фоллоу на твиче. Ну, если вдруг половится, не обязательно, просто если вы захотите, а именно поактивничать там пару минут, понаписать что-то в чате, но там не будет разницы, если вас будет двое, трое, один, четверо, это надо именно, чтобы прям много народу было. Если прям много народу не будет, тогда это не имеет никакого смысла вообще. Но подпишусь хотя бы. Ну, давай. Если хочешь. Мне приятно, конечно. Мне Twitch не дает возможность писать в чат. Ну тогда это, конечно, весь смысл пропадает, вся задумка, но... Ну хотя бы спасибо за подписку, все равно. Приятно, приятно. Давай сразу, по идее ничего такого нету. Ну как минимум квесты вот эти вот. Не знаю, может еще что-то где-то есть. Какие-то боссы мини-секретные где-то открылись вместе с третьим актом. Никто ничего не знает, где что может еще появилось. Как вот с этим стражем в ступенях, как с Гармондом, как и еще что-то где-то было. Такие мини-боссы дополнительные, которые только открылись в третьем акте. У меня театралка отменилась, ура, я буду тут. С возвращением, Иван. Давно не виделись. У меня номер привязан к другой учетной записи, к которой мне нет сейчас доступа. Но это такая же проблема, как у Оливки. Когда она там еще пыталась что-то с Твичом сделать, то тоже такая же фигня была. Там с аккаунтом один, а потом уже все. Другие уже не получается. Так что, если прям вообще ничего уже, нигде ничего не появилось нового, можно я этот квест пойду делать, значит. Только мне надо знать, где эти тела пустоты. Никто не знает, где они есть. Или мне гуглить карту с ними. Эти тела вообще везде. Ну, мне говорили, что везде, но что-то я пока бегал, сколько времени, только 2 нашел.
Нет, 3, но третью я так и не убил. А тупо бегать по всем локациям, просто исследованием вот этим заниматься. А вдруг найду, вдруг попадется. Такое я прям не очень хочу таким заниматься. Выполни заказ эпохи. Вот этот. А его как делать? Если там надо будет паркур делать, вот тот самый в колыбели, тогда ну его в баню. Котлован есть. Котлован вообще первая часть. Ну да. Это вообще другая игра. Походи по городам. Окей. Давайте около Звонвиля побродим. Квестов по-прежнему нет. Поэтому мне этот квест на самую последнюю очередь хотелось выполнять, потому что просто бегай по локациям осмысленно и специально это такое себе, тем более когда не знаешь, куда именно не знаешь идти, а по пути это одно дело, когда специально куда-то переться, фиг знает куда, это другое дело. Там надо гриба искать. Ну, кажется, это о том, о чем я и говорил как раз. Нет, это ужас. Я недоволен Твичом. Ну, каждому, да, каждому свои интересы. Так, а этот звук не означает как раз эту самую штуку? Да. Этот звук означает эту самую штуку. Все, я запомнил. У нее, кстати, звук такой же, как у Фантома из первой части, когда герои убивают, и нам надо души свои возвращать. Там от него такой же звук, по-моему, был. О, опять слышу. Вижу, больно. Это четвертый. То тень, фантом босс в этой части, пардон. Мне Twitch код для подтверждения телефона не шлют. Вот ведь мерзавцы. Все не как у людей у них там. Нельзя было им сделать нормальную систему привязки. Ну да. Так, это место я помню. Так, тут больше не слышу. Ну вот мы и в костяке как раз.
Ниже быстрого перемещения тоннель, окей. Так было бы куда быстрее, я думаю, если бы вот так вот конкретному этой штуке конкретно говорили, куда идти. Я от одной к другой бы не сходил. Пятое. Помнишь, какая награда? За темные сердца? Нет, кажется. Ну-ка напомни. В карте, где куча лавы, было тело пустоты. Кусок маски? Все. Работаем. Работаем. Пока квест не сделаем, никаких вам боссов. И все равно там останется еще 2 куска маски где-то. По-моему, где-то тут я встречал еще одну, но пропустил ее и не добил. Или нет? Да. Это, по-моему, не она, но все равно нашел. Так, ну, вроде чуть-чуть оббежали костяк. Теперь куда в доки пойдем? Еще половину. Ой, это не сюда. Хотя, может, тут тоже есть. Вот, кстати, на прошлом стриме кто-то говорил насчет босса-муравья. Вот тут был как раз-таки этот босс-муравей, о котором я говорил. И вот тут я его заобузил в этой стене. Сегодня уже этого зрителя нет, по-моему, но хотя бы это место вот. То самое. В доках точно были. В центре внизу подъема или спуска. Еще я пропустил. Там это где? В костяке все еще или уже в доках? Про костяк, во. Костяки мы уже сколько? 3 нашли? Или больше? Вроде 8 боссов осталось. Неплохо. Прогресс идет.
Тут ничего нет. Не лево, а право. Я же был вроде там справа как раз таки где-то. Хотя мы костяки уже несколько нашли, наверное, лучше идти в другие локации, потому что в других локациях даже просто реально по пути, пока бегаешь, случайно наткнешься на еще один. Тут мы уже несколько нашли уже. Может, их тут больше толком и нет. Наверх? Хорошо. Звук был. Точно. О. А тут я не был, не говорил с этими, кстати. А, барышня, я не сомневался, что вам удастся выжить. Вы ведь столько всего умеете. Несчастью, большинству здешних обитателей не так повезло. Наш когда-то процветавший лагерь внизу больше не может дать безопасное пристанище ни одному жуку. Все раздавило и поглотило эта черная напасть. Нигде сейчас небезопасно, сударь, но я рада, что хоть кто-то из вас уцелел. И знаете, я постараюсь все исправить, сделаю для этого все, что в моих силах. Хотите усмирить этот наш бушующий мир? Это поистине благородная цель, барышня. Не думаю, что хоть одному жуку по силам это остановить, но меня радует, что ваш запал не иссяк, и вы все еще считаете иначе. Отдыхайте тут с нами сколько захотите. Приятная компания, лучше из того, о чем мы, немногие выжившие, можем сейчас и мечтать. И тот вверх сразу от скамейки. Вот этот вверх. Или правой скамейки, которая там правее. Ой-ой-ой-ой-ой. Нижней скамейки. Угу, понял. Не умею объяснять. Тут, надеюсь. Опять не туда, блин. Я сейчас пойду в другую локацию и буду надеяться, что на рандоме успею еще что-то найти. О! То одну искать 100 лет, то такой себе занят. Вы об этой? Или еще есть какая-то? Ура! Ага, ура. Попытался починить Twitch, но, видимо, нужно очень морочиться, пока оставлю это. И правильно. Самое веселое занятие в мире. Ничего, рано или поздно оно закончится, и мы о нем все вместе забудем. И пойдем делать что-то интересное. Можно уже идти в доки.
Я и так вижу, что зрителей стало уже поменьше. Те, кому был интересен босс, уже поняли, что мы начали заниматься какой-то фигней и ретировались. Второй туннель сверху, рядом с приходом выше. Туннель. Тут нет случайно. Есть. Не трогай. Тять, как больно. Турель. Турель. Это 8-я, по-моему, была. Идем вниз. Слышу еще. Девятая, еще 3 штучки, 3 штучки. Понятно. Думал, это руда с осколками, а это моб. Я через гайд все нашел. Ну тут иначе сильно заморочек много. А, вы про журнал-то? Показалось. Так, это уже поля начались. Внезапно перешли опять в другую локацию. Еще 2, да. Один мрачной топи, котел в нижних цехах. Сейчас мы уже в поля приперлись.
Скамейки налево сразу. Так. Вот. Так, слышу, но внизу. Так, сейчас я к лавочке хочу вернуться все-таки. Не, ну вы видели этот красивый кидок? Как он красиво полетел прям за мной. И добил меня. Вот это мастерство. Вот ведь гад. Так, это будет предпоследняя та, которую я увидел. Еще где-то одну надо найти. Также все любят вместе со мной прыгать. Я прыгаю, и они прыгают. Все прыгают, и я прыгаю. Сколько можно? Снайперы клятые. Не, ну тут будет непросто. Их тут дофига. Они мне не дадут спокойно эту штуку получить. Орлумское чудо спешит на помощь. Долбали. Вот этой лавочки хотя бы ближе. Куда? Так, давайте по одному. Один. Давай второй сюда. Вот теперь спокойно можно. Ура, на. И одно последнее. Тут по пути нигде нет. Нет. Теперь вообще в топе приперлись. По пути Кармелита? Да, конечно. Кармелиту. Сейчас все брошу, буду Кармелиту убивать. На самые вкусные, на десерт. Если одно хп 2 раза, коли чудо.
Ну да, это надо тоже держать в уме постоянно теперь. Дайте последнюю штуку. Срочно. О, внезапно. Воительница, я слышал твои шаги. Зачем ты здесь? Вряд ли в тебе внезапно проснулось желание лицезреть эти обрушившиеся пещеры. That's fine. Путь через них был свободен, сударь, я просто следовала по нему. Верно ли я полагаю, что вы когда-то были жителем этих пограничных земель? Notelia. Да, это так. Они были прекрасны когда-то. Конец Фарлума уже близок, но сии пещеры, мои пещеры, пали под ударами судьбы задолго до этого. Из всех жителей той славной земли я последний. Останусь тут до самого конца. Воспоминая былое великолепие. Notelia. А чё так грустно? Опять драмы начинаются. Но довольно разговоров, воительница. Позволь мне напоследок предаться воспоминаниям. Тимьёен. Как пожелаете, сударь, я больше вас не побеспокою. Или побеспокою. Я вообще-то не это искал. No Enchador, Enchadu. No Enchador. Но раз уж наткнулись... Maru Assa. Миф, что мы создали своей благодатью и клинком. Все склонились перед нами, зелеными принцами. Veranis. Рамес. Потерянная Вердани. Как же я долго ее ждал. 100 лет уже назад ее саундтрек услышал и запомнил. И только сейчас, под конец игры, я ее наконец-то нашел. Форум — это новая локация. Внезапно делали квест, который так и не доделали, и наткнулись вообще на новую локацию. Ладно. Я не успел, что ли? Мгм. Что-то где-то случилось. Брен. Ловушка.
Опять ты? Valera. Эти воды на краю земли и святыни на вершине. Наше тайное бегство, отказ от власти. Сколько простых, радостных, свободных мгновений. Когда заплачут три источника, наша священная обитель восстанет. Это то, что должно заплакать? Ну, конечно, мы не успели. О, господи, паркур такой паркур. Ну, блин. Да ты, ё-моё. Так близко и так далеко. Господи. Дубль 1856. Так. Удар в бок все заруинит. Обожаю. А, это надо было наверх. Тут надо было как раз крюком. Да что ж такое? И опять крюком надо было. Сколько можно? Господи. Ну, теперь мимо. Каждый раз какая-то новая фигня. То не успею, то не та кнопка, то мимо. Блин. Закончится когда-нибудь или нет? Дольше, чем с боссом сейчас будем на одной фигне паркурной. Бесит. Наконец-то. 100 лет не прошло.
Где третья штука, которая должна заплакать? Тут же или в другом месте каком-то? Еще карту бы. Veranis. А выше первой штуки. Где-то наверху над этой, значит. Я там где-то упустил, что ли, был проход. Можешь поиграть на игле, будет видно? Вот этот луч света. Там же возле паркура только от второй полосы. Не вверх, а вправо. Я для тебя шутка? В смысле? Фонтаны не видно, похоже. Спасибо. Возвысьте голоса, познайте нашу благодать. Так, надеюсь, так и должно было быть, что я сделал. Опять паркур. Не бы карту. Карту не бы.
Оступитесь. Еще раз. Мгм. Карта вне сна, то есть умри. Но вообще это память. Память. Maru Assa. Наша столица, выстроенная столь роскошной, место нашего престола, ускользает из моей памяти. Почему она исчезает? А чего я не могу вспомнить это священное место? Понятно. Туда не надо. Ой. У меня 1 хп. Как не вовремя. Ну да. 1 удар и все. Решил выполнить мой план? Не, случайно. Veranis. Nesvir. Я вас не побеспокою. Нет, я вас побеспокою. No in Shador, in Shadu. Привет, покой. А карта? А где она там? Хер там, а не карта? Вот так прям, да? Только я надеюсь, тут не прям все заново надо. Опять вот эти паркурные штуки делать. Правее, когда ты умер? Окей. Да, заново, что ли? Не, вот тут этой штуки нет. Значит, хоть что-то сохранилось. Да вообще нет. Ну и слава богу. Не ходите за мной. Ну, конечно. Хотя бы музыка меня тут расслабляет. Ну да, дадут мне тут спокойно это сделать, конечно. Угу. Летуны эти. Уйди.
базу данных. Тут ничего нет. А. Одну не успел. Привет всем опять! Привет, Амир! Опять. Постой на штуке, которая на воде. Зачем? Чтобы меня сожрали? Я там видел, есть ловушки некоторые. Из этих листков вылазят. Жаль, что самые красивые локации только в воспоминаниях. А ё-моё, я нажимаю вниз. Notelia. 10 лет рогатый поблек. Мы преследовали ее и сразили, чего никому прежде не удавалось. Это стало доказательством нашего величия, знаком нашего божественного права. Он нам постепенно по чуть-чуть рассказывает историю всей этой локации. Мне много и реальных нравится. Вот. Что это было? Бледнорожка. Внезапный босс. Ай. Не успел. Она мне напоминает кого-то из первой части, из босса. Кто тоже телепортировался там. Лево направо, вверх вниз. Да ё-моё. Понятно. Матерь шелка? Не помню.
Тут карта где-то. Карта, да. Лучезарность? Не-не-не-не-не. Какой-то фантомный босс, что ли. Который там не обязательный, мини-босс. Из грез, воспоминаний, что-то такое. Я не тебе. Вероятно, кажется, как все воины грез. Они все наверное, там какой-то конкретный босс. Блин. Какой-то конкретный босс был, который прям очень мне напомнил это. Лавочка. Картограф. Это последняя карта, что ли? Вердание. Ой-ой-ой. Мне же тут не надо будет исследовать ее сразу двух видов. И старую, и новую. Тут же везде все завалено, наверное. Только в воспоминаниях, вот там, где я был, можно поисследовать по-нормальному. Богомол, может? Не. Там какая-то тетка была вроде. Белая такая. Еще пела, по-моему. Там тоже призраки летали слева и справа, и она телепортировалась, что-то кидала там. Надо было прыгать вверх-вниз на платформах. Которая без глаз. Не помню, как она с глазами или без глаз. Я вот сказал все, что не помню. Незрячая, наверное. Прям вот ее напомнила. Привет, Иван, еще раз. Это какой третий раз сегодня? Да, по-моему, тут больше никуда никак не попасть. Надеюсь. Ладно, идем опять воспоминания. Shakun. А не тебя, я тебя не побеспокою. Maruka. Veradu. Shakun. Ну, с карты уже поудобнее. Мы там видели два типа босса. Один прям босс, вот это лошадь. Второй там, где кучка мобов была. Так, сюда не надо. Какие же они телепортаторы. Мгм. Тайминг. Я сейчас ударю. А то, что мне хилку сбил, еще и миллион урона нанес, еще и в иголки закинул.
Так, справа там было много паркура, значит туда тоже нельзя. Не надо, то есть уже. Идем тут опять смотреть. Мгм. Опять не так делал. Почти. Ну не надо с самого начала. Или надо? Давай. Хорошо, тут тоже все. Ненавижу этих мобов. Mitto. Fadastana. Господи. Каждый раз будем это спрашивать. Maruka. Veranu. Jaku. Жаку. И что-то я сколько раз спрашивал, есть ли у нас еще чем заняться, какие дела, и никто про эту локацию не сказал, что сюда можно пойти. Еще тут кучу всего исследовать. После 3 сюжетных идет. А чё так сложно? Я думал, после 3 сюжетных все уже идти в бездну обратно туда на финального босса. Ну не, я так не планировал. Не знаю, как там игра задумывала, но я планировал сразу идти на финал и все. Такой настрой был, нежели тут еще локации исследовать, еще, да, конечно, квесты там делать или что-то еще такое. Я уже все, я уже настроен буду идти на титры. А не еще что-то такое делать. Тогда хорошо повезло, что я наткнулся сюда случайно. Так, мне сюда не надо. Тут я уже был. Значит так, на карте справа там я был, наверху я там был, тут слева я был, внизу я там был. Значит, вот это верхнее и слева верхнее надо доисследовать до конца. Так, тут шорткат. Сюда я не ходил, по-моему, еще. Угу. Отсюда, значит, вверху только. Чуть-чуть позже поймешь, что да как. Надеюсь. Сейчас опять эта лошадь, походу, будет. Судя по мобам. Внизу я был. Да, там ничего. Friend.
Я нажимаю вниз, оно опять в бок. Геймпад, геймпад. Не то чтобы после 3 сюжетных, раз он тут сейчас находится. Улитки в Афиге буду ставить, это явно не самый очевидный свод. Улитки в Афиге я бы посмотрел, как они там в Афиге будут. Ага, тут сверху я тоже был, там я был, осталось только, значит, вот эта центральная часть. И все. Можно скинуть одного из сюжетных за счет этого. Оу, нет, этого не хотелось бы. Ни в коем случае. Скипнуть. Так, давай. Дубль 2. Фрэнд! А, тут можно тоже типа абузить, прятавшись в воде. Тоже типа на уровень ниже. Запомнили. Сквозь стены она не бьет тут. Фрэнд! Фрэнд! На тебе. Прям впритык. Ой, как ярко. Прям флешка была сейчас из Horizon. Что-то открылось, походу. Так, это я вниз спустился там, где я был. Всё, значит, там в центр осталось сходить. А тут закрыто, значит, только справа там в обход. Ай. И будет все, судя по карте. Опять ты. Опять это место. Ну ты умрешь. Спасибо. Тебе тут сердце дадут, которое можно вместо сюжетного дать, но это, блин, так странно. Ну, мы так не будем делать, это же не обязательно. Но интересно, что такой факт есть, что разработчики придумали такую обходную штуку. Кому-то там, допустим, очень сложно с каким-то боссом конкретным сюжетным биться, и он хочет себе чуть-чуть упростить жизнь.
Так, а тут в самый конец слева я ходил. Там шорткат можно открыть вроде. А, тут были, да, вот эти мобы. Ну давайте. Мошки даже не успевают за ними. Жесть, мобы неприятные. Телепортируются, фигарят, как вентиляторы. Не люблю таких мобов в любых играх. Каждый Янара. раз будем говорить действительно. No Inchador, Inchadu. No. Кстати, осколки тут не тратятся, что ли? Раз мы все равно там не на лавочке воскресаем, а в реальности. Если это воспоминание. Тогда я могу тут идти в банк прямо и тратить все. Не париться. Сколько с памяти не тратится? Окей, тогда я буду идти в банк на этих мобах. Лучше не буду жадничать и потрачу все, но пройду их побыстрее. А то они какие-то мерзкие. А, все. А, я думал, тут прям много волн будет и в конце какой-то более жирный летающий хрен. Но нет. Ну и слава богу. Теперь только сюда, походу, осталось. Мы тут открывали дверь, надеюсь, этими штучками светящимися. Тебе сюда вообще надо? Ну, чисто для перфекционизма моего. Это же тоже типа мини-мини-босс. Это даже не полубосс, как остальные там, которых мы встречали, типа того стража. Прям мини-мини-босс, даже на четверть, на треть босс, но все равно надо пройти. Мгм. Maru Asa. Снова увидеть эту землю, брошенную, преданную. Жаба оставила отпечаток неприятный, видимо. Да, мягко сказано вообще.
Престол, на коем я не мог восседать в одиночестве. Да, Фенестра. Вы были смертными жуками, плененными бледным существом. Преданность или гибель, иной судьбы мой род не допускает. Катестре. Можете винить себя за отсутствие, сударь, но знайте, конец был неизбежен. Все закончилось бы так даже в любом случае, если бы вы остались. Maru. As. Не пытайся меня утешить, воительница. Это мои воспоминания, и я не позволю тебе грубо в них вторгаться. Ты что, осмелилась вторгнуться в сии священные покои? Приготовься узреть и узнать нас, правителей Вердании, в нашей лучшей форме. О-оу. Северные танцоры. Оу. Где-то я уже такое видел, мягко говоря. Френ. У них тоже 5 стадий будет там. Оу. Такого не было, такого я не помню. Ну красиво. Но больно. А этого еще и нельзя ударить, только конкретного одного надо бить. Походу, да? Вот вроде мы ему помогали вспоминать это все, а он гнида напал. Да вообще. Ну да, подумаешь, мы вторглись к нему. Ну надо прям нас бить за это. Что-то грубо. Это, собственно, все изменения. Да. Мне бы тоже не нравилось, если бы в моей памяти кто-то копался. Интересно, что он скажет потом, когда мы его отлупасим. Скажет, ну ладно, раз ты меня победила, можешь и дальше копаться в моих воспоминаниях. Ничего не поделаешь. А я же шорткат там открыл. И можно теперь не идти этим правым долбанным путем, можно идти правым. Можно пойти левым как раз. Более спокойным путем. Вот не зря я открывал, значит, его. Еще одна причина. Потому что там справа мерзкие те мобы летающие, которые не дадут мне без потери хп как будто бы пройти. Но мы опустим этот момент. Да, данные удалены. Понятно. Тут ничего нет. Даже один моб это тут на пути есть, и этот может коцнуть. Ла-ла-ла. Опять вспоминать эти области ударов. Прекрасно. Успел бой начаться, как уже сейчас закончится. Тут вообще не было места, куда улизнуть, как будто бы. Легендарный хил. Да, самое что ни на есть легендарный. Каждый раз бежать до туда. Вместо паркура поднимись иглой.
До свидос. Внимательно, аккуратно. Офигенное начало. Фрэнк! Это все плохо. Давай, еще 5 стадий. Это только первая была, блин. О. А все, не будет 5 стадий. Не, ну если не будет, тогда мы с ним даже поменьше провозились, чем с реальными танцорами. Наверное, не помню. Танцевать и любить, и завершить свой путь вместе. Ну, музыка классная, с мотивом их. Страдалец. А, мы ему сердце вырвали. Не, ну тогда обидно. Сросшееся сердце. 2 в 1. Угу, это как одно из этих, понятно. Ну все тут. А, погодите. О, тут даже карта наконец-то отобразилась более ярким и более тусклым зеленым, где воспоминания были, где это. Наконец-то. Сразу бы так. Осталось собрать одну последнюю тушку, угу. С которой все начиналось. Пошли. Не знаю, тут в мрачной топе она где-то есть, нет? Больше нет никаких вот таких вот локаций, как вот это вот, или подобных каких-то штук, о которых вы мне не сказали, потому что думали, что надо это потом. Кстати, можно панцирный... А нет, в панцирном лесу я уже был. Нужно направо прийти в топе как раз. Квестов нет. В качестве сувенира можно. Ну, почему бы нет? Сердце, кстати, в качестве сувенира выступает. Да. Интересно. Ну, когда стрим будем заканчивать, там опять в хату нашу зайдем.
Посмотрим, что там с нашими сувенирами и всем остальным. Ну и потом, когда вообще со всеми боссами разберемся, то перед финалом тоже надо. Да ёлки, что вы налетели? Бешеные. Сумасшедшие парикмахеры. Моя последняя штучка. А мне прям мелодия в этих мрачных дождях нравится. Хоть и локация сама по себе не то чтобы красивая, довольно-таки мерзкая, но музыка мне прям тут... Я уже говорил когда-то давно, когда мы только впервые, наверное, тут были, что мне прям Ведьмака очень сильно напоминает третьего. Белый сад. Такая прям очень атмосферная лично для меня тут мелодия. Это спокойная такая. Так, кому там квест? К стене звон или... О, прям рядом. Я в качестве сувенира выбрал кармелиты сердца. Хороший выбор. Итак. Сейчас, внимание. Еще два осколка маски еще надо где-то. Это мне по сюжету или мне надо опять что-то где-то искать делать? Чтобы я расслабился насчет этого. Дальше. Не за задание, понятно. Ждем новых заданий тогда. Кстати, можно будет сейчас, наверное, еще раз прошмыгнуться, глянуть, появилось ли что-то или нет. Дальше, вот это задание с закат эпохи. Это там, где мне надо было паркуром заниматься на самом верху там. Чтобы добраться до этого гриба, вы говорили, да? Да, тогда это квест минус. С этим тоже разобрались. Так, новые мобы. 140 уже из 235 и встречи на 213. Да, но паркур в последнюю очередь. Ну, вот этот самый паркур, все остальное и перекрывает то, что... Только из-за него я даже не буду пытаться. Так. Надо сменить локацию, наверное, чтобы оно, может быть, там появилось. Если появится. Нет. Тогда еще заглянем туда и все. Наверное. Есть ли новые квесты? Когда на лавку садишься. А, так даже удобно. Просто не был уверен как раз. Думал, так ли они обновляются или по-другому. Тогда хорошо. В других местах. Блин, в других местах теперь. Или при переходе. Так, тут. Нет, тут ничего. Какой панцирь?
Ладно, пойду я уже. Кармелита на следующий стрим, как я понял. Да. На этом еще, наверное, попробуем вот этого босса, который у ступенях. И больше, наверное, ничего сегодня и не успеем. А так, да, Кармелита и финал на следующий стрим уже. Тогда удачи, давай, Азель. Пока. Спасибо, что был. Раз у нас квестов больше новых нет пока что, то, наверное, можно идти на этого босса. Искать его. Да, квестов нет. Или можно пойти купить еще что-то. У нас 200 бусин есть. Еще вот эти. Там в этих в доках я хотел. Давайте. Может 200 этих хватит как раз. Надеюсь. За это задание достижение. Что бы там ни было, какие бы там ни были крутые штуки, меня этот паркур куда сильнее будет вымораживать. И даже если бы там было масло, и то я бы еще сильно подумал. Еще были бы сомнения очень сильные. А, тут руда надо. А руда продается у той торговки возле этого самого. Ну да, это тут последний инструмент как раз продается. Я запомнил. Металл нужен, что... Да-да-да. Точно. А на то и на то мне теперь не хватит. Без чего. Бегаю туда-сюда, туда-сюда. По тем же местам по 20 раз. Эх, надо было, наверное, сразу идти к тому боссу, а не заниматься этим контрактом, этим заданием. А то было сколько народу на стриме, и я начал вот это задание это делать. Потом еще и Вердания началось, и все уже разбежались нафиг. О. А чё, он спит? Ну да, теперь не хватит. Ладно. Копим. А что, нельзя? В смысле? А какое время на сейве? Сколько играю, в смысле? А, Шерми? Не, просто я впервые увидел, когда каждый раз я пробегал мимо, он вот стоял, а тут уснул. Я еще удивился, что-то поменялось, что ли? Спал пару раз в других местах. Но я про конкретно это. Так, к подточенным ступеням. Хоть я там и не вижу прохода, но где-то он должен быть. Или он не в подточенных ступенях, этот проход, а где-то в другой части. Например, в панцирном лесу или в вратах, может быть. С больших врат. Вот. Вот я и предполагаю. Проход от скамейки. Кажется, увидел.
Вот еще одна эта фигня, кстати, была, которая нам уже не надо. Сколько теперь, кстати, боссов, Игорь? Ну вот еще вот этого в Вердании победили, еще кого-то до этого, наверное. Лошадь ту. Теперь где-то 6, что ли? Да, 6. Ага, Кармелита, вот этот босс, финальный босс, 3. И еще где-то 3 какие-то. Окей, окей. Именно прям боссы-боссы. А еще полубоссы какие-то, может быть. Как вариант. Так, отсюда можно вообще? Или мне аж через цеха спускаться? Все сломали. Я уже просто стату игры провожу. Какую стату? У меня? А, умри. В плане я уже вообще всех к боссам причисляю, даже если они легкие. Ну, ничего страшного. Вот сюда. Или где-то наверху там проход был. Так, сейчас я отойду еще, кстати. На минутку. Посиди. Там проход выше был. Так, посидеть или проход был? Сядь на скамейку. Ладно, сейчас.
Всё, я тут. Тебя видим. Да, я тут уже был какое-то время, но... Молчал все равно. Тоже отходил, вижу. А я страдаю фигней, пока никого нет. Не надо страдать фигней. Надо страдать чем-то хорошим. Мы тебя видим. Нет, вы меня не видите. Не слышите даже. Поехали. Так, это опять та самая лавочка с подставой. Видим, как ты убрал карту с экрана. Это я, чтобы вам не была прям тишина в игре, а то на карте там вообще гробовая тишина какая-то была. А тут хотя бы какие-то страшные звуки, но это лучше, чем ничего. Так, все, я посидел. Теперь что-то поменялось. Наверху где-то там, что-то там. Шорткатикс. Тут что, тут прям целая локация сейчас будет, судя по карте. Что-то такое большое. Не сюда. Тут ничего и нигде нет. Кроме этого моба одинокого. Ну и сет. Сходи вниз сначала. Иду. Наверное, правильно иду. Или нет, прям вот сюда вниз. Осколки. Это мне надо, да. Сначала вот так. Теперь вот так. Не, ну вы мне теперь уже не надо. Шорткат пропустил. Ну, как так-то? А, да, вот вижу. Так, там я был. Надеюсь. Стой, незнакомка. На меня возложен вечный долг охранять заповедное святилище неподалеку. Любой, кто пожелает пройти дальше, должен скрестить со мной клинки. Сет! Вот и сет. Что такая грустная мелодия?
Иди-ка сюда, тут после этих штучек, которые тебе урон нанесут. Самоубились. Достал меня своим щитом. Я уже в предвкушении, что и меня, наверное. История создания босса грустная, но по музыке и видно. А, вот да. Вот этот шорткат, понятно. Хорошо, что тут хоть не бежать не мерзкими местами иногда. А, Brendo. Friend. блин, каждый раз на это попадаю. Что? Еще вторая стадия? Ну зачем? Ну за что? Если привыкну ко всем мувсетам, то будет, наверное, нормально. Пока очень плохо. С самого начала было очень плохо. Ну да, тогда путь к судье. Ну, или путь к жабе. Там, наверное, еще хуже для меня было, без амулета. Friend.
Сила! Зоро! Мена! Го! Мандо! О! Ха! Ха! Я! Брендо! Зобо! Брендо! Сила! Брендо! Невероятно. Просто вовремя прыгает. Ну, как всегда. Бусо! Сила! О! Зобо! О! Брендо! Ай! О! Дина! Соломеня! Сила! Мандо! Кесато! О! Село! Соломеня! Ха! Брендо! Tayo! Ha! Dina! Mando! Kesato! Origae! Fia! Brendo! Wa! Zoro! Wa! Mena! Hia! Ai! Wa! Cello! Wa! Сила! Кесато! Дина! Ай! Дина! О! О! Сила! Брендо! Мандо! Ха! Так хорошо начали. И опять Брендо! фигня какая-то происходит. Соломеня! Дина! Сила! О! Брендо! О! Ха! Одно хп. Бусо! Ха! Зобо! Мандо! Брендо! Ай! Ха! Это надолго, походу. Не, это когда прыгаешь, я так понимаю. Ай, ладно. Сет очень вовремя прыгает. Еще и этот его щит. Бусо! Я вообще думал сначала, что он довольно-таки какой-то проходной, такой легкий босс. По нему даже не скажу, что он какой-то сложный был бы. А тут фиг знает еще сколько с ним просижу. Ай! Дина! Господи, эти тайминги. Мандо! Мена!
Оливаэль! Ха! О! Ой! Я в большинстве случаев, как всегда, просто самоубиваюсь об этих боссов. Рывки не вовремя делаю и прям в них просто упираюсь и этим урон получаю. Не они по мне бьют, а я в них ударяюсь. Это, наверное, еще больше частая проблема, чем все остальное. Реально хороший страж получается, да. Неожиданно. По нему не скажешь. Его проще затыкать обычными атаками, чем подбирать билд под него. Да я и ничего и не меняю тогда. Мусо! Меня что-то не радует, что я до второй стадии даже пока не добираюсь. Прогресса нет. Соломеня! Мне не нравится, когда прогресса нет. Зобо! Ну вот опять. Пина! Ну, тупо кучу хп теряю, что в него ударяю. Хай! Ха! Зобо! Ха! Рендио! Ха! Зоро! Ва! Зобо! Ха! Ва! Ва! О! Зоро! Оливаэль! Ха! О! Ха! Фия! 하! 셀로! 대사조! 만도! 우와! 대사조! 기야! 하! 저요! 노모! 메나! 아이! 우와! 위야! 하! 만도! 메나! 랜드요! Ну да, вот такие вовремя 만도! прыжки. 미나! 메나! 사조! 저요! 실라! 어디가에! Так, в этот раз хорошо. 무서! КП есть, вторая стадия. В крайнем случае могу тратить опять все свои инструменты. Ну зачем? Ему в этой стадии ничего толком не меняется, просто он ускорился чуть-чуть. Я ведь даже не успеваю ничего нажать. Да, конечно. Пока пытался активировать эту фигню, только кучу урона лично получил. Вот и пытайся после этого. Обрадовался, называется, сначала. Если бы не использовал эту фигню, наоборот, может, лучше бы было. Только себе хуже сделал этими инструментами. Бесит. Не дает чудо использовать. Вообще ничего не дает. А он от шипов щитом тоже защищается? Или не сквозь щит даже ему урон наносит? Да ты задолбал прыгать. Тайминги действительно. Не блять сначала нафиг. Очень плохо.
Лавочка тут дебильная какая-то. Бусо! А! Хя! Такара! Ай! О! О! Что меня? О! Подвигай! Я не знаю, как мне читать, когда он отпрыгивает, а когда нет. Сила! О! Сила! Сила! О! Такара! Ха! О! Рендио! Ну, Тайо! Сила! только когда я по счету ему попадаю. Доро! Это типа как парирование считается, может быть. Я Рендо! Френ! Ха! О! Соломеня! Лена! Ха! О! Ай! Сакара! Рендио! О! Сакара! Ай! Рендо! Ха! Село! О! Лина! Доро! Ха! Сила! Френ! Подвигай! Рендо! Сакара! Тайо! Доро! Ха! Соломеня! Тесасо! Рендо! Тайо! Сила! Рендо! Рендо! Сакара! 하! 소면야 브랜도 이야 위야 Френ! 무쏘 Так, желательно сразу чудо. 소보 셀로 만도 이라 브랜도 셀로 소로 브랜도 브랜드요 셀로 브랜드요 아이 Ну не дает использовать тварь. 안도 우리가 해 좋아 아이 됐어 레나 이야 좋아 하 저요 В воздухе что ли? А блин, только принял и сразу потратил. 위야 브랜도 우리가 해 아이 이야 만도 위야 소면야 브랜도 좋아 리나 Господи, дай хоть секунду. 위야 소로 Нет, 브랜드요 하 не передохнуть. Еще инструменты зря потратил. Как же вот эта фигня? Осколков нет, естественно. Вот это тратить не хочу. Ладно. Ну как тебе, босс? Никак. По виду, вот я уже сказал, по виду по нему не скажу, что он был бы таким, каким он сейчас для меня есть. 무쏘 저요 레나 소면야 소보 브랜도 우리가 해 이라 아이 소면야 됐어 아이 저요 위야 리나 사카라 소보 브랜도 시라 하 하 아이 사카라 위야 소면야 소로 하 브랜도 Френ! 와
Cello! Lena! Wa! Friend! Sila! Hai! Mando! Zoro! Iya! Ha! Ya! Hia! Sila! Sila! Я сейчас примагнитил вообще, по-моему, Iya! Lena! его анимации. Домо! Сила! Ну, одно хп, гениально. Мусо! Ха! Рендио! Фия! Мандо! Ха! Доро! Дина! Фия! Доро! Рендио! Село! Рендио! Ай! Сила! Что-то прогресса нет, меня это вообще не радует. Инструментов тоже нет. Мусо! А! Ха! Сакара! Мандо! Ва! Кия! Рендио! Сайо! Фия! Ха! О! Фия! Ва! Домо! Сакара! Сила! Оливаэль! Сакара! Zoro! Cello! Mena! Sayo! Mando! Friend! Olivael! Sato! Zoro! Sila! Sila! Sayo! Ha! Mena! Dina! Domo! Оливаэль! Ай! Сайо! Я уже, по-моему, плыву. Я уже все хуже и хуже начинаю драться с ним. Это время сказывается. Оливаэль! Всё вместе. Лена! Да, прям жесть какая-то вообще происходит. Первые попытки еще были как-то. Теперь вообще уже все хуже и хуже, хуже и хуже. Почти 5 часов уже стрим. Напоминает одну пашанку. Может быть. Отдохни, я без перерывов вообще ни хрена не мог. Да, у меня тоже так работает, когда вот уже долго сидишь с боссом, много попыток, то ты как будто вообще выгораешь и все хуже и хуже начинаешь проходить. А когда потом, например, следующий стрим начинаешь и прям можешь чуть ли не с первой попытки его пройти в начале, когда уже заряжен, и энергия есть, и мозги варят нормально. А когда уже кучу часов стрим идет, то уже что-то уже с тобой происходит, и ты уже все хуже и хуже начинаешь проходить. Это я замечал не только, у меня так работает. И внимание куда-то девается, и реакция ухудшается. И ошибок целую кучу все больше и больше делаешь. Mando! Ha! Fila! Dina! Brendo! Olivael! Fila! Ha! Dobo! Cello! Brendo! Не доконаю. Sakara! Fia! Fila!
我低了，我 Friend. Brando，左波我左门呀低了，我这个哎，Brando，我这啥走？啥啊？哎，左头我低了。 Friend. 不走。 Ой-ой-ой-ой-ой. Рендио! Собо! Фия! Рендио! Мандо! Собо! Уже хватит. Мандо! Кия! Собо! Фила! Ясато! Ха! Бена! Цело! О! Окей! Sakura, Veda, Dina, Brendo, Sakura, Kia, Ha, Hai. Ну, если вообще никакого прогресса не будет, если я прям начну уже выгорать максимально, я лучше его поставлю реально на следующий раз. Придется на свежую голову тогда проходить. Ой, не сюда. Давай сразу на следующий. Ну, еще чуть-чуть, и если что, так и сделаем. Так, секундочку. Пошли. Musso, ah, Ha, Fila, Wa, Hai, Mando, Fila, Bena, Ha, Dina, Solomenya, Fila, Wa, Dina, Friend. Hello, Ha, Fila. お願い。わ。いや、社長。わ。はい。フリー。いいな。だから。はい。お願い。社長。セロ。わ。シーラ。Friend. わ。はい。いや。お。Сила, В эти моменты надо просто вверх, а не перепрыгивать его дугой. Я все пытаюсь, но никак рефлекторно все равно делаю эти перепрыжки. Friend. Cello, Brendo, Sila, Toro, Solomenya, Sila, Fria, Dina, Ha, What? Musso, Ha, Brendio, Cello, Mando, Ha,
Mena. Cello. Mando. Dobo. Rendio. Rendo. What? What? Ha. Fria. Fila. Ha. Френ. Mando. Вот опять. Словения. What? Rendo. What? Mando. Rendio. Fria. Fila. Sakara. Ha. Ай. О, музыка уже как будто эпичнее становится под конец. Эх. Неплохо довольно-таки. Привет, Смокодав. Хорошая попытка. Может, если бы я мошек задействовал, может быть, что-то и получилось, но я прям... Я как будто, когда хочу их задействовать, я только себе отвлекаюсь на них и урон могу получить дополнительно. Френ. Сила! Ай! Цело! Кесато! Торо! Кесато! Рендо! Сила! Ой, как удачно. Удар ему сбил. Словения! Рендо! Бина! Ха! Бина! Добо! Кесато! Ай! Торо! Sakara! Sila! Mando! Френ. Rendo! Mena! Toro! Sayo! What? Mena! Slovenia! Olivaes! Допустим. Musso! Ha! Rendio! Fria! Olivaes! Ha! Toro! Ai! Rendio! Dobo! Mando! Mena! Rendio! Ha! Toro! Френ. Sila! Cello! Rendo! What? Sila! Sila! Rendo! Sakara! Olivaes! Sila! Ай-яй, ай-яй-яй. Kesato! Sakara! Блин. What? Hai! Sakara! Sila! Rendo! Мошки, спасибо, мошки сделали свое дело. Одно хп, я был так на волоске, они прям мои спасительницы. Фу, дальше босс или мне вернуться на лавочку опять? Не вижу смысла в них. А вот тебе смысл, вот. Пока он там, например, в воздухе летал, перепрыгивал, они там на него тыкали урон, вот натыкали. Пока я внизу бегал, хилился от него. Теперь настоящий босс. Но там лавочки не будет, значит мне назад лучше вернуться. Восстановиться.
Так, лучше вот так. Сейчас еще по пути умру. Еще немного поднажать, ура! Кстати, кто там спрашивал часы, 63 часа. 90% на данный момент. Лучше положить ее спать и посмотреть, не появились ли задания. Да мы смотрели уже, когда шли сюда. Что я буду 20 раз каждые 5 минут смотреть. Погрузился в эту рубильню, вспомнил, как сам во всякие двухмерные прыгалки играл, боссов рубил. Прикольно. Ты погрузился в Hollow Knight? Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Всем привет, что сегодня делаем? Артём, ты опять, как и вчера, зашел уже почти под конец стрима. Ну что ж такое? Мы уже скоро закругляться планировали. Мы идем еще от босса последнего чуть-чуть глянем. Если победим, то победим. Если нет, то на следующий раз оставим. А так мы сегодня и в коралловых песках нормально так делов понаделали. Сюжетного босса одного победили. Кучу квестов сделали. Мелких боссов всяких, мелких боссов всяких победили. И целую локацию Верданию происследовали. Вот такие вот дела. А следующий стрим же, наверное, будет финальным, на котором мы с этой кармелитой будем возиться, с финальным боссом и с тем, что там еще у нас останется. А сейчас мы идем вот ко второму сюжетному боссу. Попытаемся глянуть, что он из себя представляет. Привет, сегодня скоро закончим. Да. Нет, прям что-то засмотрелся на прыгалку эту. Я-то уж подумал, что мы тебя завлекли в нашу секту. Здесь мы чтим семя, что породило лес. По ее благословению, благоволению, то есть, пусть все жуки пройдут невредимыми, дабы присоединиться к нам и нашему пению. Вот тут мошки имба, которых уже не осталось почти. Ну, на крайний случай у меня там есть осколки, если что, на следующей попытке, на хорошие попытки можно будет их приберечь. Я просто не знаю, после чего задания появляются. Я как стрим закончится, гляну. Окей. Там к следующему уже финальному стриму, если он получится действительно финальным, то надо будет подготовиться. И мне тоже. Капхед, похоже, чувство вызывал. Ну, есть такое, наверное, да, есть. Я-то лично в двухмерные подобные штуки не играл почти. Ни в какие. Так, это опять воспоминания. Воспоминания. То есть в воспоминаниях мне инструменты можно тратить по полной программе. Замечательно. Только надо их восстановить. Надеюсь, тут не будет опять арены, как было с тем ханом. Сразу босс. Ой, как красиво, наверное, будет. Цветочки. Оу. Ну чё сразу орать? Ну чё сразу орать? Найлет. Одна мошка у меня только была. Хоть раз. Ой, это опять будет паркур.
Так, я пытаюсь разобраться, что он вообще умеет делать. Вот эти удары мне грим опять напоминают. Да, это было быстро. Значит, мне надо действительно восстановить те мои штучки, чтобы с ними уже идти на босса. Сейчас я так и сделаю. Потрачу те свои последние осколки. И опять атак только. Самое веселое впереди. Блин, отсюда. Ой. Ты уже увидел их все. Да, это весь мувсет. Ладно, значит, вопрос только, когда я к нему привыкну. И разберусь, что там да как. Господи, а тут как забираться? Вот так. А тут же лавочка дебильная, для которой надо бусины. Ай. Так, все восстановили. Теперь в воспоминаниях мне это будет каждый раз восстанавливаться. Все, я готов тогда. Но вопрос, меняем ли мы что-то для нее? Что мне там может пригодиться? Маска, кстати, в воспоминаниях, вы говорили, не нужна, потому что она... Потому что она что? Или это не насчет воспоминаний? Где-то говорили, маска не нужна была вообще с какими-то боссами. Так, это я оставляю. Это тоже тогда. Да, короче, оставляем все как есть. Или метательные какие-то штуки еще больше взять, раз там она такая, что на нее это хорошо пойдет. Или румское чудо все равно может зарешать, как всегда. Десять процентов тебе осталось. 8 за инструменты и амулеты, 1 за маску, 1 за сюжет. Ну тогда у меня, наверное, и не будет все равно 100, потому что вряд ли меня хватит на все инструменты, все амулеты. Я фармить не буду целенаправленно. У меня 49 из 57 написано. Но будет очень близко, походу. Лучше так оставить, наверное. Ладно, идем еще раз. Но тоже не буду я прям до талого с ней возиться, если тоже буду видеть, что я устаю, что я прям прогресса никакого не вижу, то я реально ставлю на следующий раз, как и с сетом планировал. Так, ну если оно все равно восстанавливается, тогда, наверное, можно прям с самого начала. Вот так. Раз, два, три, 4, 5. Сейчас передос такой. До свидос. И вот так вот сразу валить. Потому что в бою без разницы.
Ау. Что происходит? Мы идем все ниже. Прекрасно, паркур. Это я обожаю. Просто обожаю. О. Мошки, работаем. Не вижу, что происходит. Мошки, что вы не работаете, алло? Господи. Босс паркур опять. Ой-богу. Да. Цвет сложнее наилет. Ну, посмотрим. С этим, да, с этим было трудновато. У нас проблемы с ударом вниз. У нас диагональный удар. Держу в курсе. А здесь есть передоз. Это да, это я давно уже в курсе, но я его так и не испытывал. А эти штуки, шарики в нее отбиваются случайно? Ау. Наглею. Ну да, мошки тут рулят, действительно. Правда, надо прям к ней подлетать, чтобы не атаковали. Но все равно. И в шарики можно в нее пускать. Окей.
успел. Прям меня. Как же хорошо. Мы есть жизнь, мы есть рост. Что станет с миром без нас? Семя. Вот это хорошая нота. На такой хорошей ноте можно и заканчивать. Вот это другое дело. Сердце из пыльцы. Еще одно сердце. У нас уже этих сердец полная коллекция. Почти без одного. Сувенир еще можно выложить в доме. Идем домой тогда. Ложиться спать и закругляться. Тут, надеюсь, все. Квестов новых все еще нет. Кладем наш новый сувенир. Тут еще 3 штучки чего-то не хватает для полной коллекции. И тут 4. Реликвии все, цилиндры все, сувенира 2. Все. Спать. Всем спать. Это доставки и сердца. Понял. Ну, доставки это в пролете у нас. Ну что ж, спасибо, во-первых, товарищу Амиру за донат. Хоть какой-то. Спасибо всем, кто на Твиче пытался выполнить мою просьбу и за фолловы ваши. Все равно спасибо. Всем, кто активничал в чате, вас сегодня было много периодически. Всем, кто, может, молча смотрел стрим, а в чате ничего не писал. Тем, кто в записи когда-то будет, может, смотреть этот стрим. И отдельное спасибо всем, кто ставил лайки. До встречи на финальном стриме, походу. Том самом, если все будет хорошо. У нас осталась Кармелита, финальный босс и еще что-то там по мелочи, наверное. Квесты там новые еще вроде должны были быть. Маску последнюю дособрать, но это
Все постараемся уже доделать на следующем финальном стриме. Наконец-то настанет, походу, тот момент, когда у нас с Hollow Knight'ом и Silksong'ом в том числе придет конец. По крайней мере, до выхода DLC. На каком? На 17-м стриме. С ума сойти. Тебе спасибо. Нет, это тебе спасибо. Ждем с нетерпением. И я. 2 по заданию босса, Кармелита и финальный. Я уже в предвкушении. Главное не застрять там с той же Кармелитой на 100 лет. Или с финальным боссом. И все будет окей. Все, всем всего хорошего, всем удачи. До скорых встреч. Всем пока.